Книга 15. Тао. Путь вознесения. Синтез. Синтез – это способ, которым Земля, как восходящее тело, удерживает свой энергетический поток. Синтез – это расположение тонов творения в радугу, простирающуюся от самого темного до самого светлого. Синтез – это еще одна форма гармонии мира, и является более продвинутым, чем зеленый луч, при этом связан с равновесием сразу всех тонов поля. Цвета вашего поля, как восходящего человека, будут выстраиваться от основных тонов – красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего, фиолетового и пурпурного, до пастельных, светлых тонов языка света, которые являются розовыми, от розового до бледно-розового, лавандовыми, от лавандового до бледно-лавандового, бирюзовыми, серебряными, желтыми, от желтого до бледно-желтого, и золотыми. В процессе синтеза, восходящий создает собственную радугу, которая должна вмещать все 7 основных цветов, и все 10 пастельных базовых тонов языка света. И пока дело обстоит именно так, восходящий остается в достаточно устойчивом равновесии, когда в поле отсутствуют щели и бреши, через которые может манипулировать тьма. Радуга – это цветовой круг без начала и конца. Нет места для тьмы, или другими словами, тонов творения, которые являются черными, серыми, коричневыми или грязными, или белыми, белесыми, и электрическими. Белые тона творения получили название «безупречные картины», ибо они приводят к осуждению себя и других. Наличие в поле белого и непрозрачных, темных цветов любого рода указывает на присутствие электрических частот. В магнитной системе электричество создает эмоцию стыда и вины, и это как раз то, почему в рамках человеческих отношений электричество приводит к опыту эмоционально окрашенного суждения или порицания. В процессе синтеза каждый выводит из своего поля электрические и плотные тона в той максимальной степени, которая ему доступна. При этом, каждый входит в больший уровень внутреннего мира, а затем находит себя готовым к следующему подъему вверх по вибрации, в непрерывном восхождении. К тому же, синтез приводит к равновесию. Равновесие является целью выравнивания тонов в замкнутую или круговую радугу тонов. Тьма старается заставить поле стать разбалансированным и неустойчивым. Когда поле испытывает неустойчивые колебания, тьма может подбрасывать свой путь и доминировать, опустошая души, которые всецело поддерживают вознесение, и начиная разрывать восходящего в эфирном теле, изымать записи, энергетическую решетку, информацию и генетические материалы. Решение заключается в том, чтобы сбалансировать поле, восстановить его целостность, удалить разрывы и отверстия, и выставить тьму, через синтезирование поля в полную радугу магнитных тонов. Более того, оставаясь в каждом дне в наиболее доступной для вас степени сбалансированности и синтеза, сильно уменьшается вероятность утраты информации или записей, что само по себе намного лучше послужит вашему непрерывному восхождению.